Блин, ну реально сладкая. Класс. Можно посмоктать? Если вы любите кофе и не представляете без него своей жизни, это видео для вас. В этом выпуске вы увидите все этапы выращивания и производства кофе, а также научитесь отличать высококачественный кофе от низкокачественного. Не переключайтесь! Кофе – это один из самых популярных напитков на планете. Кофейные зерна собирают, моют, перемалывают, сушат и обжаривают, чтобы вы получили чашечку этого ароматного напитка. Для Колумбии это одна из важнейших отраслей промышленности. В кофейном регионе есть семьи, которые уже 70 лет занимаются производством кофе. Как же выглядит выращивание, сбор и производство кофе? На этой кофейной ферме мы увидим все этапы в деталях и заглянем за кулисы этого сложного процесса. Существует более 100 видов кофейного растения. Большая часть растет в диких условиях, и только несколько видов культивируются на фермах. Два из них наиболее известны – это робуста и арабика. Кофе робуста имеет горький вкус и используется для приготовления эспрессо и большинства растворимых кофе. Кофе арабика обладает мягким вкусом и используется для приготовления высококачественного кофе. Сорт арабика, но есть 1000 подвидов, и, например, один натуральным способом выращенный, вот на нем намного меньше листочков, но с него получается более качественный кофе. А сюда мы пройдем и видим сразу такие пушистые кусты с огромным количеством листочков. Это как бы выведенный в лаборатории сорт, который дает намного больше кофе, но качество может быть не настолько прям крутое, так скажем. Но тоже все зависит от того, как за ним ухаживают и выращивают, и собирают. Обычно растению нужна температура 18-21 градус Цельсия. Слишком жарко, и ягоды не будут расти правильно. Слишком холодно, и растение может замерзнуть. Ему также требуется определенное количество дождя, желательно с 3-месячным засушливым сезоном для цветения. И самое главное, ему нужны теплые дни и прохладные ночи, поэтому кофе лучше всего растет на определенной высоте, что делает Колумбию идеальным местом для выращивания кофе, а ручной сбор делает колумбийский кофе одним из лучших в мире. Преимущественно кофейные плантации дают урожай 2 раза в год. Но в этом регионе Киндио, где мы сегодня находимся, из-за более высокогорного расположения и невысоких температур возможен всего лишь единоразовый сбор естественным способом. Из-за невысоких температур деревья остаются достаточно низкими, зерна требуют больше времени на созревание и имеют более интенсивный вкус, что означает, что ферма выигрывает в качестве, теряя один урожай. Так как на таких высокогорных кофейных фермах сбор урожая происходит вручную, тут срывают только красные спелые зерна для дальнейшей обработки, а не все подряд, как при механическом сборе. Деревья здесь подрезают, чтобы они не росли выше 1,5 метров, так как если дерево вырастет сильно высоким, то все ягоды будут наверху, и их будет очень сложно собрать. А так процесс сбора урожая будет намного легче. Внутри кофейной ягоды можно обнаружить 1, 2 или 3 зерна. 2 зерна будут означать кофе хорошего качества, 3 зерна – низкокачественный кофе, а 1 зерно – превосходный кофе. Как это определить? 2 зерна – это идентичные зерна-близнецы, а когда одно из 2 зерен меньше или пустое, его можно выбросить, и остается одно большое зерно отличного качества. Если вкратце, после сбора ягод кофе очищают, ферментируют, потом 3 раза промывают, чтобы убрать верхний слой и сохранить естественный аромат и вкус кофе. После этого его можно экспортировать. Но давайте по порядку. Чтобы вырастить новые саженцы, кофейные зерна закапывают в песчаный грунт в небольшую лунку 2 см глубиной. Любые саженцы с признаками болезни удаляют из питомника, так как они могут заразить все остальные деревья на плантации. Примерно через 2,5 месяца переходят к следующей стадии выращивания рассады, так называемый полиэтиленовый пакет. Меняют тип грунта на чернозем с компостом, отдельно берут каждый росток и снова проверяют на наличие болезней. К сожалению, убрав зараженный листочек, избавиться от болезни не удастся, так как новый листок может снова вырасти зараженным, поэтому приходится выбрасывать все больное растение целиком. Цель таких кофейных яслей в том, чтобы убедиться, что все растения, которые потом высадят на кофейной плантации, не заразят остальные деревья и не будет утерян весь урожай. А представьте, у вас сбор урожая всего 1 раз в год, и вы теряете его весь, и ждать следующего еще целый год? Это могут быть огромные потери для бизнеса и даже для выживания семьи на ферме. Так в среднем теряется 10% от рассады, что также немало. Если таким образом теряется 1000 деревьев, то это может означать потенциальную потерю 400 кг кофе. От начала завязывания будущего зернышка кофе до его полного созревания необходимо ждать около 8 месяцев. Одно дерево дает вам всего 5 лет возможности сбора урожая плюс 2 года ожидания. Получается в общей сложности всего 7 лет. После последнего сбора урожая дерево необходимо вырвать из земли и заменить на новое, чтобы возобновить цикл.
Уже на последнем сборе у дерева остается мало энергии, что означает отсутствие качества у кофейного зерна. Иногда бывает, что дерево подрезают и оно вырастает заново, что как бы продлевает жизнь растения, но это также снижает качество кофе, поэтому в идеале необходимо высаживать новые деревья по окончанию жизненного цикла предыдущих деревьев. Также приходится следить за количеством урожая, которое дает дерево. Если получается меньше, чем ожидалось в норме, также необходимо заменить его на новое дерево. Нет смысла ждать еще 1 год, так как можно потерять урожай несколько лет подряд. Размер зерен и качество кофе в последующем зависит от того, находятся ли деревья в тени или больше на солнце. У деревьев на солнце больше пустого места на ветках, и ягоды растут более мелкие. В конечном итоге ищут зерна среднего и крупного размеров, миксуют их и получают сбалансированный продукт на выходе. На такой маленькой ферме, как эта, где кофе идет для местного потребления, из 20 тонн кофейных зерен получается 3,3 тонны обжаренного кофе. По сути, теряется около 80% веса после удаления 4 слоев и высушивания зерна почти на 90%. На большой ферме мы можем говорить о 35 гектарах земли и 100 тысячах деревьев, чтобы произвести в 10 раз больше того, что производится здесь. Эта ферма избегает посредников и продает кофе напрямую, что позволяет покупателю получить кофе по более низкой цене, а семье владельцев плантации больше дохода. Осталось доехать до этой фермы в Колумбию. Напишите в комментариях, хотели бы вы попасть на такую кофейную ферму. На самом деле это нелегкая задача собирать кофейные зерна на настоящей кофейной плантации в Колумбии. Все находится в горах на очень крутых склонах. Эти тропинки между кофейными кустами узенькие, кривые, под наклоном. Большая опасность упасть. Необычный опыт, смотрите, там растут кофейные зерна. Я немножко собрала себе в карманы. Вот он. Спелые, классные, да? Когда будете в следующий раз пить колумбийский кофе, вспоминайте и думайте о людях, которые его собирали для вас вручную. Это невероятно ценный труд. От этого, мне кажется, кофе становится еще вкуснее. Следующий этап – обработка кофе. Старый метод обработки в таком аппарате довольно простой. Вы засыпаете ягоды, крутите колесо, а на выходе получаете очищенные зерна кофе. Внутри на цилиндре можно увидеть отверстия с выступами, которые как будто ногти захватывают шкурку и мягко сдавливают ягоды. Естественная скользкая оболочка будет помогать ягодам соскальзывать вниз в ведро, а кожура отделяется и падает с другой стороны. Аппарат довольно старый, поэтому результат далек от идеала. Вот в такой большой, более современный аппарат можно поместить больше ягод. При работе механизма шкурка будет падать в бак, а очищенные ягоды попадать в шейкер, и тут их можно разделить по качеству. Зерна 7 мм будут падать вниз в другой бак, а зеленые или большие ягоды в другую сторону, после чего их снова нужно будет перебрать и выбрать большие красные ягоды отличного качества, чтобы в конечном итоге получить сбалансированную смесь. Тут также происходит процесс натуральной ферментации. Необходимо подождать от 12 до 24 часов, несколько раз промывая зерна водой, убирая сладость оболочки. После чего все зерна собирают и выносят на солнце для естественной сушки. В процессе можно повлиять на вкус конечного продукта. Хотите получить более сладкий кофе? Промойте всего 2 раза. Хотите более горький или кислый вкус? Оставьте зерна ферментироваться дольше. После того, как кофейные зерна высохли, их вручную перебирают и отделяют низкокачественные от высококачественных. В таком высушенном виде лучше всего отправлять зерна на экспорт, так как в таком виде они могут храниться 1,5 года и быть обжаренными уже на месте, что даст вам свежий кофейный продукт. Если обжарить в Колумбии, то это будет уже считаться едой, и после транспортировки не будет расцениваться достаточно свежим продуктом, так как из-за процесса окисления кофе будет терять свои вкусовые свойства с каждым днем. Перед обжаркой с кофе счищают последний слой шелухи, и только после этого отправляют в печь, где зерно потеряет еще 5% влаги. Зерно уменьшится, но именно тут происходит магия. Появляется цвет кофе, его аромат и вкус. Старые методы обжарки были далеки от идеала и часто давали пережаренные кофейные зерна. Сейчас уже, конечно, процесс налажен, и кофе получается ароматным и ровно прожаренным. Для этой фермы они заказывают прожарку вне фермы в специальных печках, и потом им привозят уже обжаренные зерна для дальнейшей помолки. Хорошее качество и плохое, просто сравните эти зерна. Плохие зерна – это недозревшие, почерневшие ягоды и тому подобное. Из этого делают капсульный, растворимый или кофе без кофеина. Там вы не можете увидеть качество изначального зерна. Да и просто самый дешевый молотый кофе в супермаркете, скорее всего, будет сделан из низкопробных зерен. Можно увидеть, что есть супер хороший кофе, Excellent называется, и они мешают его с просто хорошим кофе, такие половинчатые, когда кофейные зерна плоские с одной стороны и круглые с другой.
и мешают в одной группе, и получается классный кофе. Молотый кофе считается едой, и на нем ставится дата производства. Такой кофе годен к хранению около 6 месяцев, после чего его можно выбросить. Если использовали зерна высокого качества и вакуумная упаковка, то этот срок можно продлить до 9 месяцев. На кофейной ферме заканчиваем нашу экскурсию, и мы дошли до этапа, когда мы мелим кофе настоящий. 120 лет очень машине, сложно ее повернуть. Тут можно менять диаметр, как крупно будет молоться зерно, и от этого получается замечательный кофе. Теперь вы знаете намного больше нюансов этого чудесного напитка, который помогает вам просыпаться по утрам. Больше о кофе в Колумбии я рассказываю в другом своем видео. Обязательно переходите и посмотрите, чтобы у вас сложилась еще более полная картинка о кофейной индустрии в этой стране. Важным будет отметить тот факт, что изменения климата очень негативно сказываются на кофейной индустрии по всему миру. Выращивание кофе становится все более затруднительным, особенно для маленьких ферм. Выбросы парниковых газов нагрели Колумбию на 1,2 градуса Цельсия с 1980 года. Этого достаточно, чтобы привести к перегреванию растений на фермах в более низких районах, а это приводит к ухудшению качества кофе, а также более интенсивному распространению вредителей и грибков. С 2013 года площадь земли, используемой для выращивания кофе в Колумбии, сократилась более чем на 7%. И ученые ожидают, что ситуация ухудшится. Из-за дороговизны потенциальных решений мелкие фермеры начинают выращивать другие культуры вместо кофе. Если цена на кофе не поднимется и у фермеров не появится больше средств для того, чтобы справляться с изменениями климата, небольшие фермы по-прежнему будут в зоне риска потерять средства к существованию. Напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и узнали ли вы что-то новое для себя из этого видео.